Мистер Биллин – высокопоставленный член Лиги Зла, который ежедневно борется за уничтожение человечества и завоевание Земли. В отличие от других группировок, у них есть выходные дни. В один из таких дней мистер Биллин оказался в зоопарке. Когда генерал встал в очередь, чтобы посмотреть на панд, он признался, что его выходные начинаются с великолепного ужина и наслаждения для глаз. Он обожает ходить в зоопарк и наблюдать за пандами. Когда он делает несколько последовательных снимков этого существа, дети приходят в замешательство. Один из маленьких сорванцов ругает его за то, что он переусердствовал. Он игнорирует ребенка, потому что слишком озабочен тем, как увеличить популяцию панд после того, как люди вымрут. Сделав снимок, он уходит, чтобы его не заметили коллеги. Однако в этот особенный день мистер Злодей также должен следить за рейнджерами. Они глупцы, которые настаивают на том, чтобы противостоять Лиге Зла любой ценой. Он признает их способности, поскольку эти могучие рейнджеры обычно успешно сражаются, когда он сталкивается с ними лицом к лицу. Однако генерал никогда не стал бы вступать с ними в бой в свой выходной день. Внезапно чья-то рука хлопает его по плечу. Он оборачивается, и молодой человек догадывается, что мистер Злодей является членом Лиги Зла, потому что он чувствует силу злодея. Солдат рад, что обнаружил его во время патрулирования, и представился как рейнджер Донред. Он вызвал злодея на бой и был шокирован, когда генерал предложил перемирие на один день. Злодей признался, что обожает панд и не хочет драться в их присутствии, потому что это их напугает. Рейнджер признался, что ему нравятся эти существа. Генерал замечает билеты в аквариум у себя на ладони и предполагает, что красный рейнджер попал в зоопарк по ошибке. Рейнджер признает, что у него паршивое чувство направления. Мистер Злодей отвозит его на железнодорожную станцию и показывает, как добраться до аквариума. После целого дня, проведенного в зоопарке, мистер Злодей направляется в круглосуточный магазин. Когда он входит, мы видим, как он выглядит при исполнении служебных обязанностей. Владелец магазина приветствует его, покупая несколько журналов, но он замечает журнал ограниченного тиража с изображением панды. Он покупает черный кофейный напиток и несколько чашек лапши. Однако он не может найти в отделе мороженого мягкий красный сладкий картофель. Его место занял клубничный батончик Мачай. По мере того, как он ищет свой любимый товар, он становится все более сердитым. Продавщица магазина замечает его смятение, но надеется, что он выберет другой товар. Мистер Злодей выбирает батончик Мачай и клянется, что заставит человечество заплатить, если у него будет ужасный вкус. Когда приходит время расплачиваться за покупки, официант рад видеть, что он выбирает альтернативу. Она заводит с ним светскую беседу и говорит, что он будет благодарен за это. Леди начинает беспокоиться из-за отсутствия реакции с его стороны, но она расслабляется, когда он говорит ей, что последует ее совету. Он возвращается домой, пробует мороженое и наслаждается им. Он даже думает о том, чтобы уйти из магазина, как о последнем предмете, который будет уничтожен, когда они окончательно уничтожат человечество. Мистер Злодей просыпается в очередной выходной день и проверяет свой холодильник только для того, чтобы обнаружить, что у него есть только яйца и молоко. Покончив с завтраком, он вспоминает, как влюбился в панд во время посещения зоопарка, чтобы узнать о многих существах, обитающих на Земле, и посмотреть, есть ли у людей экспериментальная установка на территории отеля. Он закончил день как большой поклонник панд и других пушистых созданий. Его воспоминания закончились, и он отправился в продуктовый магазин. Как только он вошел, Ред столкнулся с ним лицом к лицу. Рейнджер поблагодарил его за помощь во время их предыдущей встречи и подарил генералу коробку печенья панда в знак благодарности. Он хватает печенье и уходит. Рейнджер задается вопросом, действует ли перемирие в этот конкретный день. Мистер Злодей игнорирует его и заходит в магазин, напоминая себе, что он не работает в выходные дни. В тот вечер он размышлял о том, как сильно он ценит свое свободное время превыше всего остального. Он добавил качественный сон в список обязательных вещей, но самое важное, что нужно помнить, это избегать работы, когда это возможно. В настоящее время он в ярости, так как проработал всю неделю и с нетерпением ждал возможности отведать карри в свой выходной, но в магазине предлагался только очень острый вариант. Но не самый мягкий вариант. Он не может это есть и так раздражен, что кажется вот-вот впадет в неистовство. Но, к моему удивлению, в эфир выходит специальное блюдо с пандой, которое его успокаивает. Даже он признает, что в тот день его привлекательность спасла мир. В очередной выходной он обошел их всех, и его внезапно схватили за пальто. Он решил, что это вражеское нападение, но потом заметил, что Муги и Сора называют его папой, вцепившись в его пальто. Однако дети знают, что он им не отец. Вскоре после этого мистера Фавелана сопровождают в ресторанный дворик, где дети хотят мороженого. Когда он спрашивает, учили ли их родители не брать еду от незнакомцев, они отвечают ему нет. Когда они приближаются, он сообщает им, что они будут получать мороженое в стаканчиках, а не в рожках, потому что их безопаснее ронять. Мальчик вступает в спор, утверждая, что рожки холоднее, и после того, как папа опускает глаза, он уступает и покупает им мороженое. Но он советует им не ронять мороженое.
Официант предполагает, что он их отец, и улыбается, наблюдая за их контактом. Мистер Злодей уверяет детей, что дальше они направятся прямиком в центр помощи пропавшим детям. Близнецы с энтузиазмом благодарят его, давая понять, что он им чужой, а не отец. На какое-то мгновение на лице официанта отразился ужас. Генерал предупреждает детей, чтобы они не называли его так на людях. Официантка вздыхает с облегчением, когда слышит, как Муги заявляет, что он просто шутит. Когда они идут к центру помощи потерянным детям, мороженое ссоры падает. Она начинает плакать, поэтому ее брат предлагает мистеру Злодею купить ей блинчик, чтобы поднять настроение. Они умоляют, громко называя его мистером, незнакомцем, который не является их отцом. Это привлекает внимание других покупателей, которые перешептываются между собой. Он просит детей не обращаться к нему таким образом. Подбодрив ее, он ведет их в зону для пропавших детей, где они прощаются в последний раз. Он говорит им, чтобы они и дальше оставались рядом со своим отцом. Генерал уверен, что они никогда больше не встретятся, так как к тому времени, когда они вырастут, человечество исчезнет, но он клянется помнить тепло их крошечных ручек. Когда мистер Злодей уходит, поведение Муги и Соры меняется. Девочка замечает, что он оказался не таким злым, как она ожидала. Ее брат сообщает, что у врага также разнообразный набор персонажей. Они говорят, что пока только изучали мистера Злодея, и что их следующая встреча будет другой. Ред прерывает их беседу и выражает свою благодарность за их приезд. Дети впечатлены тем, что ему удалось самостоятельно добраться до центра помощи потерянным детям. Официант-мороженщик видит, как дети уходят с Редом, и удивляется, узнав, что мистер Злодей не их отец. Близнецы сообщают ему, что они должны вернуться домой, иначе Блу и Пинк будут обеспокоены. Тем временем мистер Злодей отвлекается на всплывающую рекламу панды, и парень решает приобрести все доступные товары. В штаб-квартиру Лиги Зла прибыл новый рекрут, который горит желанием начать работать с организацией. Солдат вне себя от радости, что его назначили в армию злодея мистера Гуччи, но ему разрешено обращаться к нему только как к генералу. Внезапно коллега мистера Злодея входит в его кабинет и предлагает присоединиться к нему за ланчем в кафетерии. Он грубо приказывает ему уйти, так как он занят. Он раздражен, потому что в зоопарке, пока он на работе, показывают детеныша панды, но он успокаивается, когда смотрит на милую фотографию детеныша панды. Позже он заходит в офис группы и замечает, что новичок работает. Он признает, что его смена закончилась, и отпускает его, но новичок стремится выполнить как можно больше работы. Генерал просматривает документы и понимает, что большинство из них не являются срочными. Он сообщает новичку, что они ведут длительную войну, и что Земля падет не раньше, чем через один день. Он призывает новичка заботиться о своем разуме и теле, иначе он в конце концов перегорит. Мистер Злодей напоминает ему, что на следующий день у них выходной, так что он должен использовать его по максимуму. Когда босс уходит, новичок удивляется, что генерал заговорил с ним, и начинает размышлять о том, что он может сделать в свой выходной. Он решает посетить зоопарк и испытывает благоговейный трепет, увидев панд. На следующий день он рассказывает мистеру Злодею о своем посещении зоопарка, которое было вызвано его отчетом. Он приносит генералу шоколад в форме панд в знак благодарности, и босс делает ему комплимент. Когда мистер К. Злодей возвращается домой в тот вечер, он открывает шоколадные конфеты, но не может их съесть, потому что они такие восхитительные. Он считает человечество варварским, а потом выставляет шоколад по всему дому, пока он не истечет. Однажды вечером он возвращается домой с работы усталый и представляет, насколько приятнее было бы, если бы его встречала домашняя панда. Он хочет, чтобы панды сосуществовали с ними после того, как люди вымрут, и он фантазирует обо всех видах деятельности, которыми он мог бы заниматься вместе с ними, например, об играх. На следующее утро он просыпается на полу, чувствуя, что его видение планеты, населенной пандами, укрепило его решимость стереть их с лица Земли. Из-за человечности. Он посещает зоопарк и обнаруживает, что хвосты у панд белые, как многие считают. Однако он не уверен, потому что уши и конечности у этого существа черные, и он хотел бы это подтвердить. Злодей использует это как предлог, чтобы получить годовой абонемент в зоопарк, так как он не поверит, что сказка белая, пока сам ее не увидит. Он простоял там с другим ребенком 3 часа, прежде чем они увидели, что он белый. Эти двое ударили друг друга кулаками за то, что у них хватило терпения ждать так долго. Впоследствии он встретил того же ребенка в секции детского зоопарка. Маленький мальчик рассказывает злодею, как правильно обращаться с кроликами, после того, как рассказал, что однажды он мечтает стать ветеринаром. На следующий день на работе новичок проходит мимо кабинета генерала и догадывается, что тот планирует стратегию уничтожения человечества, основываясь на сосредоточенном выражении его лица. Но он обдумывает, как ему убедить Лигу разрешить кроликам находиться на рабочем месте. Наступает очередной выходной, и он встречает Рида по дороге домой из магазина. Рейнджер снова пытается напасть на него, но он отказывается, потому что у него выходной. Он объясняет Риду, что у него в руках несколько яиц, которые он собирается использовать для приготовления еды. Ред признается, что ему нравится блюдо с яйцами,
яйцами из горячих источников, поэтому он все понимает и отодвигается в сторону. Через некоторое время мистер Злодей возвращается с зонтиком и пальто для Рида. Он также направляет парня обратно на железнодорожную станцию. Бесполезный герой поражен тем, что злодей все еще отказывается сражаться, и генерал уходит, в глубине души понимая, что не хочет никаких проблем в свой любимый выходной день. Мистер Злодей просыпается после хорошего ночного сна, но жалуется на то, как здесь холодно. Он включает обогреватель и достает свой телефон. На его экране отображается обратный отчет времени до начала трансляции шоу, посвященного детенышу панды. Их очаровательные выходки поднимают ему настроение в это холодное утро. Однако звонок от Руни нарушает его счастье. Его удрученное выражение лица говорит само за себя. Руни – это коллега, с которым он постоянно отказывается обедать. Ярость мистера Злодея закипает, когда он вспоминает все случаи, когда Руни раздражал его на работе. Он заканчивает разговор и возвращается к своему видео. Тем не менее, Руни продолжает звонить ему, побуждая мистера Злодея ответить и сказать Руни, что ему не разрешается звонить по его телефону. Выходной. Появляется голограмма Руни, но он недоумевает, почему генерала не видно на его стороне. Мистер Злодей угрожает прервать разговор в течение следующих 2 секунд, если ему нечего будет сказать. Руни впадает в панику и говорит генералу, что речь идет о земном монстре, который вызывает интерес у мистера Филина. Этот человек рассказал, что он изучал рассказы о чудовище, которое появляется зимой и поселяется в человеческих жилищах. Руни подтверждает, что это существо использует тепло, чтобы заманивать жертв, а затем заманивает их в ловушку в своем чреве. Командир отряда пришел к выводу, что оно поглощает людей, и считает, что это сработает в их пользу. Руни согласен с этим и думает о том, как они могут использовать это для достижения своих целей. К сожалению, пока Руни занимался расследованием, эта тварь сожрала его ниже пояса. Появляется генерал и спрашивает о текущем местонахождении Руни. Мужчина отвечает, что он находится в диспетчерской. Мистер Филин был удивлен, узнав, что в их штаб-квартиру уже проникли. Он вскочил с кровати и приказал Руни продержаться до его приезда. Этот человек попросил генерала принести несколько мандаринов, потому что они очень важны при борьбе с монстром, а он забыл их приготовить. Мистер Злодей считает, что нужно отвлечь противника его любимым блюдом. К счастью, накануне генерал купил коробку апельсинов по совету местной жительницы. Он схватил упаковку и выбежал за дверь. Путешествуя по небу, он проклинает землян. Он приходит в штаб-квартиру и распахивает дверь диспетчерской, выкрикивая имя Руни. Однако этот человек удобно устроился под Котацу, который представляет собой стол с обогревателем и одеялом, чтобы согреть людей. Руни, не стыдясь, расплакался от радости, потому что генерал спас его. Руни хочет научиться освобождаться от того, что он называет зимним монстром, потому что его босс хорошо разбирается в человеческом обществе. Он не хочет вставать, потому что ему будет холодно, но он уже давно хотел сходить в туалет. Мистер Злодей некоторое время стоит ошеломленный, прежде чем взять свою коробку с апельсинами и зайти внутрь. Руни давно не видел его с распущенными волосами, поэтому он прокомментировал это. Мистер Злодей просто ударил его по голове за то, что он выставил фальшивый флаг. Вскоре генерал оказывается в кишках зверя, где Руни кормит его апельсинами. Позже тем же вечером мистер Злодей случайно слышит, как женщина рассказывает своему супругу, какие восхитительные булочки с пандой, выпущенные ограниченным тиражом. Это его заинтересовало, и он решил задержаться, чтобы послушать побольше. Она рассказала, что их можно купить в ближайшем магазине. Сейчас сезон китайских булочек, так что ей не терпится съесть их как можно больше. Она разламывает булочку с пандой пополам и делится ею со своим парнем. Пара не обращает на это внимания и уходит, наслаждаясь своей закуской. Они даже не подозревают, что только что совершили тяжкое преступление, разделив панду на глазах у мистера Злодея. Он заходит в магазин и просто смотрит на булочки с пандой, представляя, как их разрывают на части. Продавец присоединяется к нему, когда он стоит там в смятении. Она радостно сообщает ему о специальном выпуске булочек с пандой, которые поступят в продажу в этом месяце. Дама упоминает, какие они сочные, но есть их стыдно, потому что они кажутся такими вкусными. Мистер Злодей уходит, испытывая облегчение от того, что она понимает дилемму булочек с пандой. Он решает, что ему нужно набраться уверенности, чтобы съесть их. Он возвращается в магазин позже и начинает с оригинальных булочек со свининой, как было рекомендовано. Мистер Злодей набирает полный рот сразу после выхода с рынка, и вкус поражает его как грузовик. На следующий день он последовательно перебирал различные виды булочек, которые были в продаже. По мере того, как он приближался к главному событию, его беспокойство немного росло. После нескольких дней обучения поеданию булочек, он был готов попробовать булочку с пандой, но обнаружил, что булочку с пандой заменили на другую. Мистер Злодей благоразумно уходит, ничего не покупая, потому что набрался смелости съесть булочку с пандой. На следующее утро генерал просыпается с мыслями о китайских булочках. Он идет на кухню и, следуя инструкциям по приготовлению, замачивает булочку, прежде чем положить ее на тарелку. Он включает микроволновую печь на 1 минуту.
Как только таймер выключается, он открывает дверцу, чтобы осмотреть ее, и с ужасом видит, что она полностью расплющена. Он в отчаянии падает на пол, но признает, что на вкус она настоящая. Тем временем в штаб-квартире рейнджера у Рида такая же проблема с его булочкой со свининой. Он тоже в отчаянии падает на пол. Муги говорит, что он завернул ее слишком туго. Сори жаль булочку с мясом, так как она считает, что ее хотели съесть в ее первоначальном пышном виде, но теперь она превратилась в обычный блинчик. Короткая речь Соры заставляет Рида чувствовать себя виноватым, заставляя его плакать. Эти двое достают уникальный контейнер для приготовления пельменей, который обещает приготовить пышные булочки с говядиной. Мистер Злодей тоже купил такой контейнер и впечатлен тем, как хорошо он сохраняет пышность булочки. Находясь на улице, мистер Злодей замечает, как несколько детей лепят снежных зайчиков. Как только они уходят, он строит рядом еще одного побольше. Однако он забирает его домой и кладет в холодильник. Он продолжает следить за ним в течение следующих нескольких дней, пока оно окончательно не растает. На следующий день на работе он в ужасном настроении из-за тающего кролика. Руни и новичок в недоумении. Мистер Филин прогуливается по городу, чтобы почтить память снежного кролика. Позже он отправляется в зоопарк, чтобы немного отдохнуть с пандой. Он подходит к самой длинной лестнице в мире и сталкивается с пожилым парнем, который пытается подняться. Генерал предлагает ему нести вещи пожилого человека. Пожилой гражданин благодарен, и пока они продолжают, мистер Злодей замечает, что мужчина страдает, и предлагает поднять его наверх. Старик принимает это предложение. Они наконец добираются до верха лестницы, и он отмечает прекрасный характер генерала. Он спрашивает, поможет ли тот ему еще раз, и мистер Злодей соглашается, хотя понятия не имеет, что ему предстоит делать. Он опускает старика на землю, а старший джентльмен отмахивается от него. Мистер Злодей считает, что пожилой человек впал в маразм, и скорее всего принял его за своего внука. Видя его в таком положении, он понимает, насколько люди приходящие. Это почти ужасно наблюдать. В ту ночь мистер Злодей заснул, и ему приснился пожилой мужчина. Пожилой мужчина выдает себя за Санта-Клауса и просит мистера Манчвилейна помочь ему доставить рождественские подарки. На следующее утро мистер Злодей просыпается в недоумении по поводу своего сна, так как у него болит все тело. Он встает с постели и обнаруживает, что сегодня Рождество, но он считает его особенным, потому что это всего лишь его выходной день. Ночью по пустынной улице идет парень, вид у него совершенно измученный и невнятный. Он останавливается у круглосуточного магазина, и Ямана приветствует его, но он не отвечает. Он импульсивно берет корзину с покупками. Он только прошлым летом поступил на работу и с нетерпением ждал возможности в первый раз пожить самостоятельно. Он также с нетерпением ждал возможности выпить со своими друзьями в конце рабочего дня. В его планах были занятия в тренажерном зале и поездки по интересным местам в выходные дни. Как бы сильно он этого не ждал, у него просто не было на это сил. Он слишком ленив, чтобы стирать, и у него недостаточно денег, чтобы готовить самому. Он не хотел продолжать так жить, но все равно продолжает, а потом впадает в депрессию от того, насколько он отстойный. Он кладет какие-то вещи в свою корзину и, проходя к следующему проходу, замечает Вармона. Вармона скрежещет зубами и смотрит на часть полки. Ленивый парень просто окаменел, увидев, что Вармона окутан своей пугающей темной аурой. Теперь он убежден, что слухи об опасных людях, бродящих по центру города, правдивы. Он решает держаться подальше от Варамона, но появляется Ямана, и аура Варамона исчезает. Ямана приветствует Варамона, и ленивый парень удивляется, что они в хороших отношениях. Варамона спрашивает Ямана, почему на полке нет китайских булочек, и она отвечает, что они убрали их, потому что время их продвижения закончилось. Варамона расстроен, узнав, что он не может получить свое угощение после работы. Ямана говорит ему, что он может вознаградить себя новыми замороженными лакомствами, так как булочки больше не продаются, и он просит ее показать ему дорогу. Ямана уходит, а Варамона следует за ним. Ленивый парень начинает размышлять о своей жизни и своем негативном мышлении. Хотя он знает, что есть некоторые вещи, которые он не может сделать, он решает отпраздновать свое трудолюбие. Он смотрит на свою корзину и улыбается. Он решает получить немного пудинга в качестве награды и относит его Ямана, который упаковывает его для него. Она благодарит его за хорошую работу и прощается с ним, вручая ему его покупку. Он покидает магазин, довольный, что получил угощение для себя. Он продолжает свой путь домой, хваля себя за трудолюбие. На следующий день он снова заходит в круглосуточный магазин и на этот раз покупает вишневый пудинг. Ямана говорит ему, что пирожные только что поступили в продажу, и магазин проводит акцию на тему цветения вишни. Она рассказывает ему о различных лакомствах со вкусом цветущей вишни, а он спрашивает ее, вкусный ли пудинг, и она отвечает, что это ее любимое блюдо. Он с радостью добавляет это в свою корзину. У Аримона купил молоко со вкусом цветущей вишни. Он попробовал его по дороге домой и был удивлен вкусом цветущей вишни. По дороге домой он проходил мимо цветущего вишневого дерева. Он поймал падающий лист и положил его в рот, чтобы сравнить вкус, и остался доволен.
На следующий день ленивый парень зашел в магазин и задумался, чтобы ему купить в качестве угощения для себя. Он просматривал ассортимент магазина, когда вошел Варамона. Ямана поприветствовала его и сказала, что беспокоилась, что он не успеет в тот день в круглосуточный магазин. Ленивый парень до сих пор удивляется тому, как хорошо они ладят друг с другом. Ямана собирается сказать Варамона что-то серьезное, но кажется, она немного колеблется. Она с жаром сообщает ему, что у них только что появились новые продукты для мороженого, и новый ленивый парень не ожидал, что она скажет такое. Варамона наклоняется ближе и просит ее рассказать ему больше информации, как будто это строго охраняемый секрет. Она показывает ему новые продукты, и ленивый парень снова обращает свое внимание на то, что он хочет получить. Он не хотел слишком долго пялиться, чтобы не показаться грубым. Ямана ведет Варамона к складскому помещению рядом с ленивым парнем. Она показывает ему новую коллекцию магазина и рекомендует какой-нибудь аромат. Этот лентяй пытается не лезть не в свое дело, но не может удержаться и подслушивает, о чем говорит Ямана. Она рассказывает Варамона о другом вкусе, который есть в наличии в магазине, и говорит, что они были бы для него достойными закусками. Варамона обращает внимание на два новых вкуса мороженого и соглашается с Ямана, говоря ей, что они выглядят восхитительно. Вкус мороженого также привлек внимание ленивого парня. Варамона решил попробовать один вкус, но Ямана рекомендует другой. Ямана приносит извинения за то, что неправильно определил его предпочтения. Ленивый парень не хочет видеть, как Варамона сердится, и готов сбежать, если это произойдет. Варамона говорит Ямана, что доверяет ее рекомендациям, потому что они всегда точны. Он решает купить оба аромата и провести тест на вкус, чтобы определить, какой из них ему больше нравится. Она извиняется за то, что заставила его купить оба, и он говорит ей, что все равно пришел бы в другой раз за другим. Он говорит ей, чтобы она посмотрела на него, и они направляются к прилавку. Ленивый парень смотрит на стеллаж с новой коллекцией продуктов. Он подходит к нему и решает купить немного мороженого в качестве угощения. Он размышляет, какой вкус ему выбрать. Ямана упаковывает покупки Варамона и отдает ему. Когда он выходит из магазина, она говорит ему, чтобы он был осторожен. Этот ленивый парень наконец-то решает, что купить. Он покупает оба вида мороженого из новой коллекции и ставит их на прилавок. Ямана удивлена, что он взял оба вида мороженого, она упаковывает их и отдает ему. Варамона идет домой, радостно предвкушая, какой вкус он попробует первым. Следующий день у него выходной, и он знал, что у него было достаточно времени, чтобы принять решение. На следующий день Варамона спокойно идет по улице. Он является высокопоставленным офицером Лиги Зла, которая ежедневно борется за уничтожение человечества. Они планируют объявить Землю своей родной планетой после того, как в конечном итоге завоюют ее. Но так как в тот день у него был выходной, он решил найти кафе и попробовать латте-арт, о котором раньше не знал. Он нашел магазин и зашел в него. Его радушно приняли в магазине, где есть проигрыватель виниловых пластинок, воспроизводящий тихие мелодии. Он подошел к столику рядом с другим покупателем и сел. Он посмотрел на прилавок с пивом в магазине и подумал, не проводят ли они какой-нибудь эксперимент. Продавец спросил его, чего бы он хотел, и Варамона сказал, что он хочет латте. Продавец начал готовить чашку, а Варамона был сбит с толку процессом приготовления кофе. Он спросил бариста, что это за машина, и тот ответил, что это сифонная кофеварка, которую кафе всегда использовало для приготовления кофе. Он подошел к другому посетителю и налил ему чашку. Варамона был удивлен, узнав, что существуют разные способы приготовления кофе. Бариста начал пользоваться эспрессо-машиной, и Варамона не понравилось, как это звучит. Он недоумевает, почему официанту приходится так сильно шуметь, чтобы приготовить кофе. Бариста приносит ему латте Варамона, и Варамона достает свой телефон, чтобы сделать снимок. Он думает, что чашка соответствует слухам, и ему интересно, как бы он стал ее пить. Он смотрит на нее с разных сторон, а потом наблюдает, как клиент, стоящий рядом с ним, пьет свою. Он делает большой глоток своего латте и удивляется тому, насколько панда уменьшилась в размерах. Он ставит чашку на стол, и ему становится жаль маленькую панду в своей чашке. Он думает, что те, кто создал концепцию латте-арта, бессердечны. Панда говорит ему, чтобы он не расстраивался, потому что это его судьба. Варамона наблюдает, как панда медленно тает и делает последний глоток. Воспоминания о панде преследуют Варамона, и он чувствует себя плохо. Клиент сочувствует ему и заказывает еще одну чашку латте-арт для Варамона. Варамона возвращается домой, нагруженный несколькими сумками, которые он несет. Он так сильно переживал за панду, что в итоге купил слишком много латте-арта. Сумки были такими тяжелыми, что чуть не сбили его с ног. А еще у него в пакете было много молока, чтобы приготовить разнообразные блюда. Он знал, что большую часть следующей недели будет работать,
поэтому решил использовать свой свободный день, чтобы приготовить что-нибудь заранее. Ему пришла в голову идея украсить свой пудинг и миндальное желе рисунком панды, как только он закончит их готовить. Он хотел использовать этот день в качестве пробной попытки, и так как он ожидал, что у него что-то не получится, он решил купить дополнительное молоко, чтобы компенсировать это. Он наткнулся на посуду для панд, которую купил, чтобы готовить себе еду. Варамона наконец-то добрался до своего дома, но столкнулся с огромным лестничным пролетом, по которому, похоже, невозможно подняться. Возвращение в свой дом со всеми его продуктами в целости и сохранности уже было почти невозможным подвигом, которого ему удалось достичь. Лестница, кажется, тянется до небес, и Варимона удивляется, почему в здании не был установлен лифт. Он решает забыть обо всем этом и сделать свой первый шаг к освобождению. Он решает не сдаваться и продолжает подниматься по лестнице. С каждым шагом его плечи и руки почти отрываются от тела. Он решает подбодрить себя мыслью о рагу, который он приготовит, как только доберется до вершины лестницы. Он просит свои руки, ноги и плечи держаться за него, пока он продолжает подниматься по лестнице. Он с тоской смотрит на верхнюю площадку лестницы и, наконец, достигает ее. Он опускается на колени, чтобы погреться в лучах славы от того, что добрался до вершины лестницы, но ленивый парень из круглосуточного магазина стоит там и смотрит на него в замешательстве. Они обмениваются приветствиями. В свой следующий выходной Варамона решает приобщиться к традициям людей. Он решает пойти посмотреть на цветущую сакуру, но когда он приходит, цветы уже опали. Он даже позаботился о том, чтобы приготовить обед по этому случаю, и не может поверить, что ему не довелось увидеть, как опадают цветы. Он помнит, как ведущий на телевидении сказал, что наблюдение за цветением сакуры без упакованного ланча просто не дает такого впечатления. Он разочарованно смотрит на дерево, а потом замечает маленькую девочку, собирающую опавшие цветы с дерева. Они неловко долго смотрят друг на друга, ничего не говоря. Затем девочка роняет цветы и хватает обед Варамона, который он протягивает ей. Они усаживаются на скамейку под цветущей вишней, и девочка начинает поглощать его обед. Варимона спрашивает ее, не учили ли ее родители никогда не принимать еду от незнакомцев. Маленькая девочка не отвечает, но продолжает поглощать его обед. Он спрашивает ее, действительно ли она так голодна, чтобы не беспокоиться по этому поводу. Она не отвечает, а просто продолжает жевать свой новообретенный обед. Варимона хлопает себя по лицу от разочарования в человеческой расе и клянется непременно стереть человечество с лица земли. Девочка спрашивает его, можно ли ей съесть еще один рисовый шарик, и он говорит ей взять столько, сколько она захочет. Она начинает жевать рисовый шарик. Она спрашивает его, пришел ли он посмотреть на цветущую вишню, и он говорит ей, что таков был его план, но, похоже, он был прав. Слишком поздно. Он наливает немного чая из своей фляжки и протягивает ей, говоря, чтобы она хорошенько пережевывала пищу. Она говорит ему, что покажет ему цветущие вишни. Она раскрывает ладони, и несколько цветков разлетаются по ветру. Варамона выяснил, что в отличие от флоры его родной планеты, которая сохраняет свои цветы до тех пор, пока они не завянут, вишневое дерево разбрасывает свои лепестки вскоре после того, как распустится. Он удивлен, что люди находят это явление захватывающим. Он смотрит, как цветы вишни колышутся на ветру, и он загипнотизирован. Он наконец-то понял, почему людям так нравится наблюдать за опадением цветов. Он говорит девочке, что это действительно прекрасное зрелище, но ответа не получает. Он поворачивается и видит кучу цветов сакуры на том месте, где когда-то сидела девочка. Он подумал, что, может быть, девушка бросила его и решила вернуться домой. После того дня Варамона несколько раз возвращался к цветущей вишне с упакованным ланчем, чтобы посмотреть, как распускаются цветы, но больше он ее никогда не встречал. Он решил навестить ее на следующий год, когда дерево будет в полном цвету. Несколько дней спустя молодая девушка грациозно стоит на вершине скалистого образования, привлекая наше внимание. С уверенным видом она представляется никем иным, как Daybreak Pink, выдающимся членом 5 рейнджеров. При простом произнесении слова трансформация ее фигуру окутывает сияющее розовое сияние, быстро превращаясь в стильный ансамбль, дополненный шлемом. Когда скучный процесс трансформации завершается, Пинк раскрывает свою благородную миссию по борьбе с надвигающейся угрозой, исходящей от Лиги Зла, угрожающей Земле. Раскрывая зловещие черные существа, связанные с Лигой Зла, побуждают Пинк к активным действиям. Во время перестрелки она рассказывает о своем распорядке дня, подчеркивая хрупкий баланс между патрулированием и случайными столкновениями. Каждым плавным ударом Пинк без особых усилий расправляется со своими противниками, что подчеркивает ее невероятную доблесть. После победы с ее губ срывается усталый вздох,
сопровождаемый размышлениями о скучности ее облегающего наряда и непрекращающихся битвах. Размышляя о своих устремлениях, Пинк признается, что всю жизнь восхищалась шоу «Волшебные девочки» и стремилась воплотить в жизнь то очаровательное очарование, которое они излучают. Однако у судьбы был альтернативный план, и она выбрала ее на роль, казалось бы, невзрачного розового рейнджера. Несмотря на эмоциональные потрясения, вызванные этим неожиданным поворотом событий, Пинк сохраняет непоколебимый оптимизм, отказываться от своих мечтаний. По прибытии домой Пинк сталкивается с обескураживающим осознанием того, что ее заветный брелок с волшебной палочкой таинственным образом исчез, вызывая каскад мыслей относительно возможных мест его исчезновения. Горя желанием разгадать тайну, она отправляется на тщательные поиски. Спускаясь по лестнице с нахмуренными бровями и мыслями, полными размышлений, Пинк неожиданно пересекается с Блу, которая, заинтересовавшись местонахождением Ред, быстро переключает внимание на новый аксессуар Пинк – очки, сидящие на носу. У нее на носу. Блу, игриво демонстрируя свое восхищение очками, вызывает бурю внутреннего смятения у Пинк, что может стать поводом для насмешек над ее стилем волшебной девочки. Хотя комментарий Блу продиктован благими намерениями, Пинк борется с внутренним конфликтом, опасаясь неминуемого осуждения, которое может вызвать ее уникальный стиль. «Привлекай». Несмотря на игривое подшучивание, Пинк, решительная в своем решении избегать любых подразниваний, дает краткий и напористый ответ Блу, полной решимости быстро принять решение. «Выхожу из дома в поисках ее брелка». Реакция Пинк разжигает в Блу огненную искру гнева, подталкивая его к тому, чтобы повысить голос в конфронтации. И все же, как только напряжение нарастает, внезапное нападение Соры и Муги разрушает надвигающееся столкновение, выступая в качестве вмешательства, которое служит предостережением против обращения к Пинк с неуважением. После этого бурного обмена репликами Сора и Муги, почувствовав напряжение в воздухе, подошли к Пинк с неподдельным любопытством по поводу ее ухода из дома. Затем Пинк раскрывает свое предстоящее обязательство по поиску своего брелка, прекрасно зная о черном патруле, но уверяет их, что никаких неприятностей не возникнет. Перед уходом Пинк как бы невзначай упоминает, что ответственность за поиск красного лежит на Блу. Пинк выходит из здания целеустремленно. Во время своего ухода Пинк погружается в самоанализ, наслаждаясь воспоминаниями о том, как Блу назвала ее милой. Воодушевленная этим комплиментом, она быстро пересекает местность в погоне за своей неуловимой волшебной палочкой. Методично возвращаясь по своим следам, она прибывает в парк, где недавно задержалась, и даже заходит так далеко, что заглядывает под стул, занятый беспечной кошкой в ее пылких поисках, но волшебная палочка остается таинственным образом «я оказался вне досягаемости». Ничуть не обескураженная этой неудачей, Пинк направляет свою решимость на повторное посещение супермаркета, начальной точки своего путешествия, только для того, чтобы столкнуться с неожиданным закрытием заведения. Столкнувшись с ограниченными альтернативами, она обдумывает перспективу сообщить властям об исчезновении своей палочки. Когда Пинк направляется в полицейский участок, чтобы подать заявление, к своему удивлению, она обнаруживает, что кто-то уже сдал ее пропавшую палочку. Откровением, которым поделились с ней офицеры на долг. Покидая станцию с обновленным чувством волнения, Пинк отправляется в новое путешествие, движимое чувством благодарности, чтобы лично выразить свою благодарность неизвестному человеку, который сыграл роль невоспетого героя, спасшего ее заветную палочку. Тем временем Ред возвращается домой, встреченный бурными эмоциями Соры и Муги. Их нетерпеливое ожидание новостей о местонахождении Пинк быстро превращается в обвиняющие взгляды, направленные на Ред, а дети показывают пальцами на Блу. В разгар этой семейной напряженности Блу, все еще переживающая последствия предыдущей конфронтации Соры и Мугиса, заверяет их в своей приверженности. Если Пинк не сможет, появившись снова в течение следующих 10 минут, он обещает активно начать ее поиски. В это же время Пинк мчится по оживленным улицам в неустанной погоне за таинственным спасителем своей волшебной палочки и в конце концов настигает загадочную фигуру Варамони Сэма. Когда она выражает свою сердечную благодарность, Пинк застигнута врасплох, когда Варамони-сан обращается к ней как к мисс-волшебница. Эта неожиданная честь повергает Пинк в замешательство, побуждая ее задаться вопросом, знает ли Варамони-сан о существовании волшебницы-ангела. Среди этих откровений Пинк сталкивается с вихрем смешанных эмоций, сталкиваясь с резким контрастом между ее пожизненным стремлением быть признанной мисс-волшебница лучше, чем более приземленный рейнджер. Переполненная вдохновляющим приливом вновь обретенных эмоций, Пинк отправляется в путешествие домой с вновь обретенной уверенностью. Ее пальцы крепко сжимают волшебную палочку, прижатую к сердцу, как будто она хранит драгоценное сокровище. Погруженная в размышления, она внезапно прерывает свои мысли неожиданным
появлением Блу, которая целенаправленно ищет ее в тихие поздние часы. Поравнявшись с ней, Блу принимает суровый вид, выражая свое беспокойство и упрекая ее за то, что она выходит из дома в столь поздний час. Непреклонный в своей решимости обеспечить ее безопасность, он берет на себя роль охранника, провожая Пинк домой с напористой, но исполненной благих намерений решимостью. На следующий день Варамони-сан приступает к нетрадиционной миссии, движимой эксцентричной целью уничтожением человечества. Его необычное путешествие приводит его в парк, известный своими очаровательными пандами. И эта навязчивая идея подпитывает его желание уничтожить человечество и увеличить популяцию панд. Однако посреди восхитительного зрелища панд, демонстрирующих свою привлекательность, Варамони-сан неожиданно обнаруживает, что в него попадает метафорический шар привлекательности, на мгновение срывающий его разрушительную миссию. Не испуганный этой неудачей, Варамони-сан уходит из парка. Его разум теперь занят размышлениями о пленительном очаровании панд, аспекте о том очаровании Земли, которое он не смог полностью оценить с момента своего прибытия. Наблюдая за тем, как земляне наслаждаются очаровательными выходками этих черно-белых созданий, он начинает по-новому ценить очаровательный мир панд. Пока Варамони-сан продолжает свою неторопливую прогулку по оживленным улицам, его путешествие принимает неожиданный поворот, когда он натыкается на ярмарку панд, расположенную в торговом центре. Район, заинтригованный, решает принять участие в празднествах, обращая свое внимание на группу детей, получающих рукопожатие от веселого талисмана панды. К его удивлению, когда он пытается принять участие в этом дружеском общении, ему вместо этого вручают открытку с печатью. Заинтересованный неожиданным поворотом событий, Варамони-сан рассматривает карточку и обнаруживает восхитительный стимул. Совершив 10 покупок, он получает желанный приз в виде панды. При исполненной решимости он отправляется на поиски, бродя по торговому району и совершая значительные покупки товаров с изображением панд в различных магазинах, чтобы заполнить карточку с марками и получить желанный приз в виде панды. Отправившись за покупками, Варамонос обнаруживает, что его сумка переполнена товарами с изображением панд, а нетронутой осталась только одна коробка на почтовой карточке. Непреклонный в своих поисках, он твердо решает приобрести эту последнюю марку, движимый предвкушением получить обещанное с нетерпением. Приз в виде панды ждет его на ярмарке. Теперь с полностью проштампованной карточкой марки Варамони уверенно направляется к киоску с пандами, его глаза блестят от предвкушения выбора. Это его заслуженная награда. Приветливая пожилая дама, управляющая киоском, вручает ему карточку, украшенную множеством заманчивых товаров с пандами, побуждая его, чтобы сделать выбор. Несмотря на первоначальные колебания перед лицом заманчивых вариантов, Варамони-сан в конечном итоге останавливается на очаровательной кружке с пандой в качестве своего желанного приза. С заветной кружкой с пандой в руке Варамони-сан возвращается домой, и его волнение заметно, когда он распаковывает свои сокровища в стиле панд. Однако к нему приходит осознание: огромное количество продуктов, которые он покупает, намного превосходит его возможности для потребления. Ничуть не смущенный этой незначительной оплошностью, с удовольствием раскладывает на столе свою восхитительную добычу, наслаждаясь чувством удовлетворения и наслаждаясь чашечкой чая, используя свою недавно приобретенную кружку с пандой. Почувствовав прилив сил с наступлением нового дня, который, кстати, приходится на его выходной, Варамони-сан направляет свою энергию на решение некоторых давно назревших домашних дел. В это оживленное утро он приступает к уборке, начиная с того, что пропылесосит свое жилое пространство. В разгар этих домашних хлопот из-за минутной оплошности его любимый плюшевый мишка панда случайно падает. Ничуть не смутившись, быстро моет руки, прежде чем аккуратно вернуть плюшевого компаньона на отведенное ему место, обеспечив ему достойное место в своем жилище. Переходя к следующему заданию в своей повестке дня, Варамони-сан отваживается зайти в свою комнату с намерением привести в порядок свой гардероб. Однако его осеняет неожиданное осознание: у него заканчивается стиральный порошок. Не беспокоясь об этой незначительной неудаче, он плавно переходит к следующему заданию – разбору старых вещей. Во время этого процесса он натыкается на пустую коробку из-под шоколада, вызывая поток воспоминаний, связанных с ребенком, который подарил ему эту коробку. Решив сохранить этот сувенир, он приступает к многозадачной работе, протирая витрину, в то время как его одежда проходит цикл восстановления в стиральной машине. По мере того, как солнце заливает день своим теплым сиянием, совокупный эффект от усердных усилий Варамони начинает сказываться, побуждая его отдать себя заслуженный отдых. Достав свой телефон, он поддался очарованию своего вечного увлечения видео с пандами. Очарованный недавно вышедшим клипом, погружается в увлекательный мир панд, на мгновение забывая о ритмичном писке, исходящем от его старательно работающей стиральной машины. Старательно вычеркнув все домашние дела из списка дел, Варамони-сан решает прогуляться на свежем воздухе, выходя из дома. За пределами своего дома, чтобы насладиться освежающей атмосферой парка. Удобно устроившись в кресле, он погружается в безмятежное
окружение, наслаждаясь восхитительной погодой, которая украшает этот день. Однако его безмятежное одиночество длится недолго, так как к нему подходит любопытный кот-компаньон, вызывая неожиданный прилив паники у Вармансена. Заинтригованный котом, учитывая популярность Вармонисен среди землян, он воспринимает это как потенциальный актив Лиги Зла, считая это возможной слабостью, которую можно использовать против людей. В попытке привлечь кота-союзника на свою сторону, Вармонисен прочищает горло и решается обратиться к коту по-человечески. К его ужасу кот по-прежнему не реагирует, не выказывая никаких признаков узнавания. Расстроенный, но не испуганный, он сознательно признает свою предполагаемую грубость и выбирает более мягкий подход, хотя по-прежнему задает тот же вопрос. Несмотря на то, что кот бросил на него всего лишь небрежный взгляд, Варами-сан не может не испытывать волнения. Однако, когда кот отвечает серией мяуканий, абсурдность попыток Варами-сан наладить общение между человеком и кошкой становится совершенно очевидной. Смирившись с реальностью своей глупости, с юмором отказывается от своих усилий, прибегая к самому мяуканью и, к своему удивлению, получая ответ от человека. Кошка-компаньонка. О чем не подозревает Уормани, Пинк незаметно наблюдает за его комичной выходкой из-за дерева. Она с трудом сдерживает смех над забавным зрелищем, разворачивающимся перед ней. В свой следующий выходной мистер Злодей зашел в супермаркет и расслабился на скамейке в парке. Он просматривает фотографии панд в своем телефоне. Серьезно, у этого чувака вся телефонная галерея посвящена пандам. Внезапно его эльфийские уши улавливают разговор двух детей. Мальчик говорит девочке, что их друзья Орихейм и Хикубоши тоже не встретятся с ними в этом году. Услышав два незнакомых имени, он задается вопросом, кто же они такие, черт возьми. Но когда мальчик упоминает о дожде, мисс Злодейка соглашается, что они не смогут встретиться, если пойдет дождь. Девочка разочарована, когда мальчик говорит ей, что 7 числа, в день их предполагаемой встречи, пойдет дождь. Подобно Шерлоку Холмсу, мистер Злодей приходит к выводу, что Орихейм и Хикабоши должно быть планируют встретиться 7 числа. Но поскольку в тот день шел дождь, мистер Злодей считает, что им следует встретиться в другой день. Он задается вопросом, могут ли они выбрать другое свидание, и вскоре получает ответ, когда мальчик упоминает, что эти двое никчемные бездельники. Поэтому они заслуживают этого, сравнивая их привычки с привычками его родителей. Девочка внезапно вспоминает, что мальчик переезжает на 7 число. Мальчик подтверждает, что он переезжает со своими бабушкой и дедушкой, которые живут далеко отсюда. Девочка обещает приехать проводить его, узнав, что родители мальчика не поедут с ним. Мальчик протестует, но девочка настаивает. Мальчик благодарит ее за то, что она одолжила ему свою Nintendo, и возвращает ее даже после того, как она настаивает, что он может оставить ее у себя еще немного. Мальчик не хочет оставлять то, что ему не принадлежит, и вскоре уходит, попрощавшись. Мистер Злодей возвращается домой, разочарованный тем, что ему так и не удалось узнать, кто такие Орихейм и Хикубоши, как вдруг он видит доску с теми же именами, упомянутыми на ней, и удивляется, если они такие же никчемные бездельники. Как раз в тот момент, когда он читает надпись на доске, из магазина выходит женщина и протягивает ему ручку и лист бумаги Танзаку. Мистер Злодей стоит там, ничего не понимая, поэтому женщина объясняет, что ему нужно написать желание на бумаге и повесить ее на бамбук. Мистер Злодей садится и готов написать свое желание о гибели человечества, но женщина из магазина прерывает его и приносит ему подарок – бесплатный крокет. Он откусывает от дымящегося крокета и соглашается, что это очень вкусно. Мистер Злодей доедает свой крокет, прежде чем написать свое желание, и покупает еще 2, чтобы съесть позже. Сегодня 7 число, и дождь только что прекратился. Мальчик ждет своих бабушку и дедушку, но его глаза ищут своего друга, который обещал прийти и проводить его. Девочка приходит вовремя, что вызывает улыбку на лице мальчика, и выясняется, что мистер Злодей, у которого тайно доброе сердце, хотел, чтобы эти двое встретились. Тем временем Ред только что закончил писать свой 12-й Танзаку, но Сора и Муги напоминают ему, что он должен желать только одного – чувства направления. Ред соглашается, но поскольку Блю уже несколько раз загадывал это желание, он намерен использовать Танзаку, чтобы пожелать добра своей команде Рейнджерс. Сегодня яркий солнечный день, и мистер Злодей планирует провести день на пляже. Пока он сидит там, потея и страдая от обезвоживания, подходит маленькая девочка, садится рядом с ним и начинает строить замок из песка. Вдохновленный ею, мистер Злодей начинает делать то же самое, делая холмик намного больше, чем у нее. Но к его огорчению она начинает копать яму и прокладывать туннель в своем холмике. Мистер Злодей готов принять вызов и делает то же самое. К тому времени, как он заканчивает прокладывать туннель и становится самодовольным по этому поводу, маленькая девочка уже создала трехъярусную пирамидальную конструкцию. Она смотрит на него со снобистской улыбкой, и они вдвоем соревнуются за лучшую конструкцию из песка. Но к концу дня их соперничество превращается в товарищество и признательность за творение друг друга, пока волна не разрушает их конструкции. Но вместо того, чтобы расстроиться, девочка подталкивает мистера Злодея локтем и говорит, что в следующий раз они сделают это снова. Мистер Злодей соглашается и добавляет, что в следующий раз они сделают это лучше. Триггер, лидеры
Триггер Лиги Зла и Мистер Злодей сражаются против рейнджеров. Однако Триггер не рад быть в паре с Мистером Б. Злодеем, потому что он ненавидит его до глубины души и его звание генерала. Он полон решимости доказать, что он лучше, чем Мистер М. Злодей. После работы Триггер идет домой с Мистером Злодеем и жалуется, почему он идет домой пешком, как обычные люди. Мистер Злодей, как ни в чем не бывало, объясняет, что перепрыгивание со здания на здание привлечет внимание. Триггер не сдается и говорит, что у них есть варп-врата, но мистер Биллин напоминает ему, что они закрыты на техническое обслуживание. Триггер срабатывает от всего, что делает мистер Кинг в роли злодея, от его растрепанных волос до пальто, которое делает его похожим на талисман. Он теряется в догадках о мистере Злодее, когда слышит, как мистер Злодей ахает. Триггер готовится к бою, но это всего лишь грузовик, торгующий панда-блинчиками. Он не может понять, из-за чего весь сыр-бор, но он ухмыляется, когда понимает, что генерал любит сладкое, и может использовать это, чтобы испортить имидж мистера Злодея перед своими подчиненными. Он стоит и ухмыляется, как идиот, когда мистер Злодей просит его подержать креп, чтобы он мог щелкнуть по его фотографиям. Триггер делает это, но злится, когда мистер Злодей щелкает по множеству фотографий, потому что он не был готов к съемке. Мистер Злодей лопает свой пузырь и говорит ему, что он просто хотел сфотографировать блинчики. Он отдает блинчик обратно мистеру Злодею, который внезапно впадает в нерешительность, потому что никогда не может заставить себя съесть что-нибудь похожее на панду. Триггер замирает на несколько секунд, потому что его анализ мистера Злодея был неверным. Он не может понять, что мистер Злодей не обладает качествами злодея, но его подчиненные боятся его как своего генерала. Поэтому он каким-то образом берет себя в руки и кричит мистеру Злодею, чтобы тот поскорее доедал блинчики, так как им нужно возвращаться в штаб. Триггер чувствует себя подавленным после знакомства с другой стороной мистера Злодея, о которой, по его мнению, ему знать не обязательно. Мистер Злодей говорит ему, что именно так он проводит свой выходной, и он был бы признателен, если бы Триггер проигнорировал его, если бы когда-нибудь увидел его таким на публике. Триггер начинает раздражаться еще больше, когда думает, кто бы вообще заговорил с ним, если бы увидел, как он наслаждается милыми на вид вещами. Вернувшись в штаб-квартиру Грозного, Руни внезапно замечает, что у панды не видно глаз. Аура мистера Злодея внезапно темнеет, но Руни продолжает и говорит, что глаза мистера Злодея также трудно разглядеть в выходные дни, что делает его похожим на панд. Мистер Злодей успокаивается и улыбается, гордый тем, что его сравнивают с его любимыми созданиями. Мистер Злодей в восторге, так как он очень старается закончить свою работу, чтобы успеть вовремя уйти, съесть мороженое и другие вещи, которые он купил в круглосуточном магазине. И насладиться. Они смотрели специальный показ документального фильма о панде в тот вечер. Несмотря на то, что он записал это на видео, он хочет посмотреть это вживую. Мистер Злодей не любит рисковать, когда речь заходит о пандах. Даже злобный жук мистера Злодея старается подбодрить его, чтобы он поскорее закончил. В ту ночь мистер Злодей лежал без сна на своей кровати. Он расстроен, потому что что-то случилось прямо перед окончанием его смены, и к его большому неудовольствию ему пришлось работать допоздна. К сожалению, ему тоже нужно работать на следующий день, и он не может заснуть. Его налитые кровью глаза указывают на то, что ему явно нужен отдых, но его тело отказывается понимать намек. Даже после того, как он изо всех сил старается, он не может заснуть. Он беспокоится, что не сможет уснуть, а скоро наступит утро. Он не может идти на работу, не сомкнув глаз. Вскоре его мысли начинают блуждать, и усталость мешает ему уснуть. Поэтому он начинает считать панд, так как овцы очень переоценены. Вскоре его начинают душить пушистые панды, но в итоге он так и не засыпает. На следующий день он выглядит страшнее, чем обычно, и Руни спрашивает его, в чем дело. Мистер Злодей говорит ему, что считал панд, чтобы помочь ему заснуть, но это явно не удалось. Руни объясняет, что люди используют слово «овцы», потому что оно звучит как «спать», и теперь мисс Дилан знает причину его неудачной попытки. Руни предлагает ему вздремнуть и предлагает своего монстра Катацу, которого он отказывается убирать, потому что он такой удобный. Но мистер Злодей уже давно ушел в мир грез с сотней панд, показывая им звезду, которая якобы является его домом.